Привет, я Егор, и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И сегодня мы говорим о просто колоссальном количестве мертвых, почерневших мертвых. Забыл сказать, у нас появились субтитры и Инстаграм. Ну так вот, сегодня мы выбрали крайне плодотворную тему. Главного конкурента Второй мировой войны в претензиях на звание самого эффективного чистильщика человеческого генокода в истории. Проще говоря, чума. Вначале нужно сказать об общей клинике чумы. Почему-то до сих пор крайне распространен миф о том, что чума передается только через укусы зараженных. Лох. Но вообще это относится только к локальной форме чумы, а воспалительная или же септическая передается также и через воздушно-капельный, и через контакт, и всякое такое. А зародилась чума вообще в далеких степях Казахстана и пустыни Гоби. Из-за дурацкой случайности. Вирус проник от одноклеточных организмов в почву и в растения. Оттуда неминуемо в степных грызунов. Ну и начался праздник Дедушки Нургла, если вы понимаете, о чем я. Первая пандемия, она же эпидемия, началась во второй половине VI века. И была названа в честь величайшего правителя своего времени, который, собственно, от нее и умер. Юстинианова чума, начавшаяся в Византийском Египте. Унесла она порядка 100 миллионов человек в империи. Непотребные цифры, но посмотрите на карту Юстиниановской Византии. Ну и еще около 25 миллионов человек в Европе. Вообще эта эпидемия дошла аж до Британии. И еще есть предположение, что она являлась одним из факторов, который облегчил саксам завоевание Англии. Ну и Юстинианова чума была одной из причин, почему Византии пришлось таки завязать с завоеваниями на Востоке. Кстати, это первая нормально задокументированная эпидемия в истории. А еще примерно в это же время христианская церковь празднует окончательную победу над здравым смыслом. И это еще всем откликнется. Дело в том, что до раскола церкви происходили Вселенские соборы, равные по значению сегодняшней, какой-нибудь там Большой Двадцатки, например. И в основном они решали тонкие вопросы касательно церковного права. Как раз тогда окончательно кодифицируются всякие запреты на нормальную гигиену. Ну и на тесные контакты с евреями. Баня с евреями – это отлучение. Ну а теперь перепрыгнем в XIV век. То время, с которым чаще всего и ассоциируется словосочетание «черная смерть». Пик пандемии пришелся на 1346-1352 годы. Унеся за собой, знаковая цифра для Европы, 25 миллионов человек, что составляло треть от общего европейского населения. Но, конечно же, не стоит думать, что все обошлось только Европой. Так же, как и не стоит думать, что это была тогда единственная глобальная катастрофа. Как это модно сейчас говорить, краткий дайджест 14-вечных глобальных катастроф. Между Англией и Францией идет знаменитая Столетняя война, на много веков вперед установившая известный стереотип о непримиримости этих двух культур. В Италии происходит довольно жесткая грызня между Гвельфи и Гебелинами, сторонниками Папы Римского и германского императора. На Руси красным цветом расцветает татаро-монгольская ига. В Испании по полной кипят реконкиста, феодальные и религиозные войны. Ну и еще там до кучи был один небольшой крестовый поход. Но помимо политического ада был еще ад климатический. Во-первых, происходило расширение степных зон, из-за которого увеличивалось количество переносчиков заразы. А еще становилось меньше еды. Почти весь предшествующий XIV-XIII век характеризуется мощными засухами. В Гренландии из-за роста льдов практически полностью исчезают поселения викингов. Начинается так называемый малый ледниковый период. В Гималаях происходят частые и сильные землетрясения, в Индии активизируется множество вулканов, ну а на Руси в XIV веке начинаются засушливые годы, нашествие грызунов и всякий там голод. В Китае в 30-40-х годах XIV века начинается мощная сейсмическая активность, ведущая к буквально обрушению некоторых горных хребтов и очень сильным наводнениям. Ну а не к голоду, конечно. В одном только из этих наводнений, которое обрушилось на тогдашнюю столицу Срединного царства, погибло около 400 тысяч человек. Ну, еще можно вспомнить извержение Этны в 1333 году. Затем началось увеличение влажности, и проливные дожди привели к затоплению многих городов в Западной Европе. В Германии произошло несколько крупных нашествий саранчи, а еще по всей Европе отмечается повышение количества случаев нападений диких животных, из-за голода. Кстати, землетрясения были замечены даже в Скандинавии. Плюс очень холодные зимы и катастрофическое наводнение в 1954 году, которое буквально опустошило берега Северного моря.
А еще было замечено, что эпидемии чумы всегда предшествует крайне широкое распространение оспы и проказы. Как вы могли догадаться, 14 век не исключение. Ну, еще были вспышки массовых психических заболеваний. Как минимум, потому что нездоровый средневековый ум выводил из состояния стабильности, ну, например, религия. Вообще, на эту тему есть забавная гипотеза. Про нее можно посмотреть вот по вот этой вот ссылочке и затем вернуться к нам обратно. Итак, я думаю, что у вас уже есть некоторые предположения, почему чума так быстро распространялась с Далекого Востока на Запад. Ни на что не способная медицина, почти полное отсутствие гигиены, поощряемое католической церковью, стали основными факторами распространения чумы. Хотя и в православной традиции есть прекрасная привычка целовать одну и ту же икону во время массовых вспышек какой-нибудь болезни. Кроме того, иногда сам факт заражения по разным причинам укрывался. И об уже полыхающей эпидемии узнавали только после нескольких летальных исходов. Скажем, однажды в Авиньоне о болезни узнали только после того, как за одну ночь в каком-то монастыре умерло сразу 700 монахов. Ну и, конечно, как я уже говорил, была куча всяких суеверий, связанная с отсутствием гигиены. Ну и есть прекрасная история о хане Джане Беке. А точнее, о его войске диких татар и их биологическом оружии. Они осаждали город Кафу и закидывали его чумными трупами с помощью катапульт. Раньше была популярна версия, что с этого и началась европейская пандемия, но сейчас эта гипотеза признается крайне неубедительной. Обычно признается версия, что в Европу чума проникла через основные торговые пути. А исходила она с территории Италии, Испании и Византии на север. Да, я знаю, что мы так уже шутили, но это было давно. Теперь поговорим о том, как воспринимали чуму в XIV веке и, конечно же, как ее пытались лечить. Итак, средневековая медицина могла предложить такие инновационные методы, как попытки абсорбирования зараженного помещения с помощью лежавшей на полу луковицы, прогулки по улицам с цветами, ношение вокруг шеи мешочков с человеческими фекалиями, конечно же, классическое кровопускание, втыкание иголок в тестикулы, окропление лбов кровью зарезанных щенков и голубей. Настойки из чеснока и капустного сока, которые, надо сказать, смотрятся довольно безобидно. Разжигание костров для очистки воздуха от заразы. И собирание человеческих газов в банку. Единственный, иногда хоть как-то помогавший метод – каленое железо. Чумные бубоны надрезались, а потом прижигались. Если человек переживал это и оставался нормальным, у него мог появиться шанс справиться с болезнью. Но самым лучшим методом оставалась формула «sito longe tarde» – быстро, далеко, надолго. Свалить из области заражения как можно быстрее и нахрен подальше. Все эти приколы, конечно, бы никогда не появились, если бы уже не ставшие легендарными в различном масс-медиа чумные доктора. Кстати, платили им в 4 раза больше, чем любым другим врачам. Даже несмотря на то, что у многих из них не было вообще никакого специального образования. Таких вежливо называли эмпирики. Не менее важными персонажами на улицах средневековых чумных городов стали мортусы. Люди, переболевшие чумой, ну или просто преступники, которых было не жалко. Они ездили туда-сюда и убирали трупы. Естественно, черная смерть оказала и другое культурное влияние. В первую очередь, это стремительное увеличение количества флагеллантов. От латинского флагеллare – бить, сечь, мучить. Ну, многим показалось, что самобичевание – это отличный способ справиться с серыми средневековыми чумными буднями. Черными чумными буднями. Ну, прибавьте сюда религиозную истерию и развитие идей о приближающемся апокалипсисе. Еще стал безумно популярным дистиллированный алкоголь. Он, во-первых, являлся неплохим антисептиком, ну а во-вторых, в такие времена, видимо, действительно сложно не пить. Хотя есть версия, что тогдашний крепкий алкоголь воспринимался скорее как микстура. Ну, нельзя не упомянуть прекрасную теорию еврейского заговора. Истерии по поводу евреев и их погромы снова вошли в моду. А после того, как инквизиция в Испании выпытала у нескольких десятков подозреваемых признание в том, что они отравили колодец какого-то там города, все вообще стало плохо. И еврейский заговор снова стал, так сказать, трендовым по всей Европе. Из хороших сторон в Европе появилось очень много дешевой земли и недвижимости. Как всегда, меньше спрос, дешевле предложение. Ну и в конце концов, на века вперед у человечества появился невероятный источник всяческого вдохновения. Кстати, чума и сейчас, овеяна кучей всяких дурацких легенд и суеверий.
Например, случай из начала 20 века. В Нагорном Карабахе вспыхнула эпидемия чумы, и кто-то начал раскапывать свежие чумные захоронения. Было проведено советское расследование. И, как выяснилось, существовало некое местное поверье, которое объясняло, что если члены семьи начинают умирать один за другим, нужно выкопать самого первого умершего и съесть его сердце и печень. А произошло это все в 1930 году. Кстати, спасибо мастерской чумного доктора за реквизит. Знаете, что меня бесит? Слово распространялось. Я картавлю, они назвали меня Егор Юрьевич. Егор Юрьевич. Распространение болезни. Как много буквы «Р» в этом языке.